Я Мэтт, а вам привет! И это новый выпуск обучающего видео по основным элементам в контактном стафе. В прошлой части мы с вами завершили изучение пендулумов, разобрали по кусочкам двухбитный фиштейл и выучили самый простой нег. Сегодня мы добавим к ним еще 3 элемента, но вначале традиционная разминка. Поднимаем плечо, чтобы в надплечье появилась ложбинка. Устанавливаем в нее став строго центром, иначе будет заваливаться, а затем легко подталкиваем став и начинаем вращаться вместе с ним. Особенность заключается в том, что вам нужно вращаться не опережая и не отставая от стафа. Во время вращения он постоянно должен быть перпендикулярен вашему телу. Зажимать став шеи не стоит. И выглядит некрасиво, и плоскость собьете. Прелесть упражнения в улучшении контроля стафа надплечьем, что на сцене может дать вам больше возможностей для передвижения, а также при правильном использовании подчеркнет саундтрек номера. Это, пожалуй, самое простое упражнение в контактном стафе, но даже ему следует уделить пристальное внимание. Ведь именно за счет него мы учимся катать став, плавно набирая и уменьшая скорость, а также синхронизировать работу рук для его выполнения. Уделите упражнению буквально полчаса, и последующие элементы будут учиться проще и быстрее. И открывают серию сегодняшних элементов стеллы на фиштейлах. Стеллы, или как их иногда называют стопы, являются необходимыми элементами в арсенале любого контактного стафера. За счет остановки вы можете выйти из любого элемента в любой, не используя спиновый хват ладони. В первом выпуске при изучении фиштейла мы с вами уже изучали горизонтальный стелл. Сегодня же мы научимся выполнять его вертикально. Прежде всего, вспомним и выровняем горизонтальный стелл. Затем поднимем плоскость на 45 градусов. Само движение руки, а также принцип выполнения элемента никак не меняются. Просто отведите руку чуть дальше от себя, а букву гамма, контур которой вы рисуете рукой, выполняйте под углом в 45 градусов. Когда вы привыкнете, постепенно поднимите плоскость до 90 градусов. 5-6 часов тренировки и новый чистый элемент у вас в копилке. Учитесь поднимать и опускать плоскость, не останавливая выполнение элемента. Так вы сможете довести его до совершенства. В качестве продолжения разберем битнек. Принцип выполнения битнека крайне прост. В момент, когда центр стафа приходит на шейные позвонки, мы наклоняем голову вперед, чтобы стаф мог провернуться, а затем поднимаем ее, позволяя реквизиту уйти с шеи на предплечье. Поначалу для стабилизации стафа на шее в момент совершения бита можете помочь легкими волновыми движениями плеч и незначительным наклоном корпуса вперед. Однако в дальнейшем при выполнении элемента плечи лучше не использовать. Ну а напоследок самое интересное – сниз. Сниз, что расшифровывается как shoulder, neck, shoulder, также называют half matrix. В чистом виде его на выступлениях используют не очень часто, однако в вариациях элементов различных семейств, будь то Стив, Ангел или Иисус, он встречается регулярно. Но будьте готовы, при его изучении не тренируйте подолгу, иначе будут болеть бока. Элемент состоит из 3 этапов. Первый – наклон корпуса влево и запуск стафа в подмышку. Сделав полуоборот, он выйдет на плечо. Второй этап – neck с абсолютно прямым корпусом. Третий – наклон вправо, в момент, когда стаф дошел до левого предплечья. Снова полуоборот, и вы забираете стаф из подмышки. Первая ошибка, которую вы можете совершить при изучении – запуск стафа ниже подмышки с наклоном корпуса вперед. Вторая частая ошибка – это наклон корпуса и головы вперед во время выполнения второго этапа. Третья ошибка – это запуск с нестабильной плоскостью. Четвертая ошибка встречается реже – пропуск первого плеча. Пятое, но не по значению.
третьем этапе сделать наклон не в бок, а назад. Но в чем принцип элемента? Простая зарядка в виде наклонов из стороны в сторону. Конечно, понадобится время, чтобы привыкнуть наклоняться в нужный момент. Однако в том, что вы выучите этот элемент быстро и качественно, лично я не сомневаюсь. Ну а на этом все, друзья. Подписываемся, ставим лайки. Увидимся в следующих выпусках. Пока!